Проверка блока питания компьютера под нагрузкой после ремонта. Ну, можно так назвать, ремонта. Что смог сделал? Проверил емкость конденсаторов, ESR. ESR только у входящих конденсаторов плохой. Вот входные конденсаторы, два больших на 400 вольт. Считается, что они параллельно подключены. Соответственно, емкость в данном случае суммировалась. Стояли по 140 микрофарад, а заявлен был блок на 450 ватт. А обычно считается, что 1 микрофарад на 1 ватт. То есть по факту он был на 300. Но мне этого достаточно. Видеокарты и процесс мне слабенькие. Ну, я, как правило, использую видеокарту без доп. Питания. Поэтому мне достаточно. Вот у этих кондяков был ESR 0,6, даже больше 0,65, точно не помню. В общем, больше, чем положено. Обычно считается до 0,5, 0,5. Вот поехал, купил, поставил, и здесь вот у новых ESR 0,25 в этом районе где-то. Даже обычного китайского прибора, но более-менее отградуированного, достаточно. То есть он показывает плюс-минус нормально. Можно пользоваться, если откалибровать его. Как это называется у них, калибровка. Ну, на самом деле она не калибровка, конечно, никакая. Но по возможности. Потому что дорогой прибор смысла нет покупать. В общем, поменял их. В общем, буду нагружать по линии 5 вольт и 12 вольт по 10 ватт на каждую линию. Соответственно, по формуле, какая нужна сила тока по линии 5 вольт. Мощность делю на напряжение. Соответственно, получу 2 ампера. Сила тока будет по этой линии. Потом сила тока по линии 12. Мощность делю на напряжение. Получаю 0,83 ампера. Соответственно, нахожу по формуле сопротивление, которое мне нужно поставить для получения данных параметров тока. По линии 5 вольт 2,5 Ома, по линии 12 вольт 14,46 Ома. Вот. Сделал такой переходничок. Вот. Отрезал от Molex. У меня был переходник Molex SATA. SATA я отрезал и подключил вот такие переменный резистор. Здесь может рассеивать до 15 ватт, здесь может рассеивать до 50. То есть, в принципе, достаточно. Единственное, что настраивать его очень тяжело, так как малейшее движение и очень плавает, слишком показания плавают. То есть цена деления слишком большая. Чуть-чуть крутнул, уже много Ом перекрутил. Вот. Подсоединил в линию 12 вольт амперметр. И будем смотреть, сколько чего, если вообще включится, заработает. То есть симптом был такой, что он не включался. Сначала через раз включался, потом постоит раз включится. То есть, скорее всего, это были конденсаторы. Так, ну посмотрим, заработало или нет. Подключил в разрыв 12 линий амперметр. Посмотрим, что тут получится. Сначала думал набрать резисторами обычными, но таких нету. Пришлось бы покупать, ехать. В общем, нужно подумать. Лампочек нету подходящих.
Вот что сделал. Так, сейчас выставлю. Так. Зеленый и черный провод замкнул, имитируя нажатие кнопки на шлейфе материнской платы от блока питания. Ну, включаю. Пошел. Блок питания пошел. Сила тока 0,8 ампера. А должно быть 0,83. Ну, где-то так оно и есть. Греться стало. Аж дымится. Фурычит. Работает. Все, выключаю.